Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. В прошлом патче я выкатил сверхсекретную наработку, такую, знаете, прям мощную, жесткую, которая разваливала кабинеты только в пух и прах. И я хочу ее протестировать в этом патче, как она себя будет чувствовать, естественно, и все такое. Тут я еще, кстати, вижу, есть легендарочка вертолетик, есть легендарочка темпларка, и тем не менее есть Emperor Slide. Цветочка. Под зверями оно должно быть неплохо. Ну, по крайней мере, я так думаю. В общем, какой план на текущую игру? Я буду играть через зверей суммонов. То есть, как по дефолту, когда я показывал, что на 8 уровне можно держать такое, делать такое и сносить столько. Ух, что прям диву даешься. Ну, в общем, план я поставил. Это звери через суммоны, а там уже посмотрим. Может, это будет керри вертолетик, либо же это будет керри темпларочка, либо же это будет, кстати, керри МК. У меня совершенно из головы вылетело то, что МК же сейчас фиолетовая фигура, он находится в 4 тире, и это зверь. То есть можно, в принципе, будет зверей плюс кунг-фу еще собрать. Ну, кстати, звери кунг-фу будут неплохо сочетаться. Вот я сейчас так подумал, что в действительности это будет довольно-таки неплохо сочетаться, потому что, смотрите, во-первых, это можно поставить будет 3 эльфа, 6 зверей и 4 кунг-фу. Правильно же посчитал? Получается 5 зверей, 2 волшебника, 2 кунг-фуиста. Да, 9, ну да, получается, можно будет поставить 3 эльфа, 4 кунг-фу и 6 зверей сделать. Потому что МК это же тоже кунг-фуист, поэтому, в принципе, комбинация будет неплохая. А как мы помним прекрасно, то кунг-фу работает сейчас от того, чем больше у вас урона стычки, тем, соответственно, выше шанс, что сработает понижение здоровья на 50% и ваншот после 50%. А если есть клевер, то это все умножается. Вот. Ну, что ж. План поставлен, посмотрим, как он будет исполняться. Но на самом деле я хочу попробовать через суммонов. Неплохо мне так со старта пришло. Возможно, я, кстати, еще переобуюсь, и я попробую... Ладно, я не буду загадывать. Не буду загадывать наперед, потому что, ну, мало ли это не произойдет, мало ли это не случится. Ну, то есть, я суеверен. Суеверен то, что я сейчас загадаю заранее, и единственное, что может прийти, это вот такой болтецкий на все лицо. Мне, конечно, час со старта неплохо пришло. Я уже в предыдущем ролике говорил, и кто вдруг не смотрел обзор... О, кстати, да, ребята, вы на канале... Не, ролик выйдет раньше. Тю. Вот это я дурачок, только что хоть чуть не спалился немножечко. Короче, выйдет сегодня еще. Если, конечно, я там все правильно смонтирую, все дела, то сегодня выйдет обзор патча. Поговорим про мету, поговорим про нерфы и тому подобное. То есть там выйдет обзор патча, если я, естественно, все детально изучу, и если мне техподдержка ответит. Потому что есть у меня некоторые вопросы к разработчикам этой игры. Неплохо мне так пришло. Фурион в двойку со старта это хорошо, но лучше всего, если бы Тренд в двойку пришел. Тренда в двойку я как-то больше приветствую, нежели кого-то либо другого. В общем, нерф. Баф эльфов, точнее синергия эльфов работает только на синергию эльфов. Ни на кого более, ни на кого другого, только на синергию эльфов. Это должны вы понимать, потому что если вы играете через волшебников, то ваша синергия будет работать только на эльфов. И все, а на волшебников нет. Минус, огромный минус. Да, это нерф, это жесткий нерф. Там, конечно, немножечко подбафали, что КД уменьшили на иллюзии, длительность иллюзии увеличилась, но на самом деле это полный бред. За шаманов я в предыдущем ролике горел о том, что ну как так сделать шаманов, 2 шаманов легендарными фигурами, дико их нерфануть, что пока они не юзнут способность, либо какой-то предмет, они не перевоплотятся. Это касается цветки Empress Light. Это чудовище легендарное в прошлом патче нормально таким жесткой фигурой было. Кстати, 3 охотника пришло. Но нет, они мне не нужны. Так вот, в прошлом Empress Light это хороший шаман был, которому не нужны были фигуры для перевоплощения, и там появлялись со способности 2 иллюзии, и они нормально так накидывали. Сейчас же, чтобы Empress Light перевоплотилась, ей нужно юзнуть предмет. Да, предмет, пассивная способность никак не влияет на Empress Light. Empress Light будет стоять и не перевоплощаться, пока не юзнется хоть какой-то предмет. А юзабельные предметы это арканцы, цепочки, все дела и тому подобное. И лютый нерв шаманов, как я уже говорил. Ладно, давайте это все в обзоре поговорим, но немножко, давайте эфир еще забью, уже до конца мысль по поводу шаманов доведу. Шаманы не перевоплощаются до тех пор, пока не юзнут способности, либо предметы. И баф 4 шаманов предметы не перевоплощают, а баф 6
перевоплощает. Но чтобы 6 собрать, вам нужно душу дьяволу продать от того, чтобы они вам пришли, эти все шаманы. Потому что 2 шамана стало легендарных, а 3-й шаман это вообще панда шаман. Поэтому я думаю, тут и так пахнет, ну, скиллухой, понимаете? Нефритового генерала сейчас, чтобы вытащить с панды, это я не знаю, что нужно делать. Вот серьезно не знаю, что нужно делать. Кстати, спасибо за луну раннюю в двоечку. Вот, обожаю вот такие вот моменты. Луна в двойку со старта пришла прям, ну, как видите, замечательно. Я так рассчитывал на нее, а она не пришла. На самом деле Луна в двойку со старта такой мощный персонаж, особенно если ее собрать под эльфами, а еще лучше ее собрать под троллями, либо же еще лучше собрать под зверьми, потому что звери дают урон, и там прям нормально разваривают. Блин, ну плохо, что, конечно, против меня гритеры. Моя сверхсекретная наработка против гритеров плохо работает. Объективно плохо, я бы даже сказал, ужасно работает против гритеров. Потому что если гритер не криворукий, а понимающий, какие лучше добавить фигуры и тому подобное, то гритер мою сборку может разваливать. Будь здоров. Главное, чтобы он просто понимал, что конкретно собирать. Что за микрофризы? Вы только что видели этот момент? У меня RTX 360, хотел сказать. У меня RTX 3060 Ti, а у меня вот такие вот фрезы. Ты что, прикалываешься надо мной? Это не какой-то киберпанк. У меня киберпанк на максималках не лагает, на Full HD. Алло. Прекращай вот это фрезовать уже, ты бесишь. Нереально бесишь. Бог ты мой. Ой. Короче, я считаю, шаманов дико нерфанули. Их и усилили, и нерфанули. Но лучше бы они сделали то, что им не нужны были бы какая-то активация способности, либо активация предметов, чтобы юзнуть свою, чтобы перевоплотиться. Потому что, когда они юзнут даже свою способность, они на 2 секунды посреди боя начинают АФК становиться. И все. А потому что они перевоплощаются, там, не знаю, трансформируются, трансформеры какие-то. Ого. 2 цветки. Ну, это, конечно, круто, 2 цветки. Я бы, может, даже их взял и попробовал бы реализовать под цветкой 5. Но хочу ли я этого? На самом деле не хочу. Или хочу. Или не хочу. Но на самом деле не особо хочу. Ай, какой сложный выбор. Не, ну может взять их и попробовать все-таки через инсеков попробовать сыграть. Да ну и в баню. И вот я знаю вот эту вот тему. Я сейчас возьму 2... Ой, как вовремя. Ой, как вовремя. Ладно, спасибо хотя бы не на 15-м раунде, а на 10-м мне пришло усиление. На самом деле это кринж немного. Кринж, потому что... Короче, я даже не буду это комментировать. Я думаю, все и так прекрасно понимают, почему это кринж. Потому что на 10-м раунде пришла Луна в двойку. То есть, моим противникам приходит на 3-м, на 2-м раунде она в двойку. Мне же приходит на 15-м, 20-м, 30-м и так далее. А так всегда. Ну, ладно. Ладно, проехали. Проехали. Не буду, скажем так, своим нытьем забивать эфир. Вот. Не нравятся мне шаманы. Вот сделали бы они шаманов так. Смотрите. Они перевоплощаются, но не теряют текущие предметы и не перевоплощают их. Чтобы вы понимали, сейчас 6 шаманов, они перевоплощают предметы. Но предметы настолько рандомны, что вам на котла может упасть 3 МКБ, например. 3 МКБ, извините меня, это, ну кринж, да? Да бред какой-то. Вот 3 МКБ. Ну, 3 МКБ. Спасибо тебе, конечно. Да, классно, что предметы там тоже перевоплощаются, но это тильт немного. Редко, когда вам упадут нужные предметы. А еще, кстати, насколько я заметил, то 6 шаманов, они перевоплощаются 1 раз. И все. Даже если они предметы там заюзают, даже если они там способности поюзают, без разницы, 1 раз перевоплощаются. Это кринж. То есть, как по мне, шаманов люто нерфанули, неоправданно нерфанули и нежити дали подышать. Это я уже говорил в предыдущем ролике, все остальное я буду уже говорить в обзоре на текущий патч, на текущие меты и тому подобное. То есть, как играть, все такое, что делать. Мне очень понравилось то, что сделали МК 4 тира. Реально, персонаж заслуженно в 4 тир, потому что он не имба, ну и не сверхсилен. Ну и кунфу, соответственно, стало намного проще собрать. Спасибо хоть на этом, потому что
Ух ты, а вот это вот хороший подгон мне сейчас. Всего 4 зверя. Лон-друид на 12 раунде. Вот это вот я понимаю, подгончик. Вот это вот наныл получается. Наныл, что мне пришел лон-друид. Замечательно. Я сейчас тебя удушу с этими фрезами. Ребят, напишите в комментариях, у кого-то тоже так фрезуют? У кого мощная система, вот расскажите, у вас тоже так фрезуют? Бред какой-то. Кстати, вот это вот жесткая тема, но запомните то, что я сейчас вам скажу, а вы в комментариях напишите. Это байт на комменты, жесткий байт на комменты. Мы видим, что мне пришла инча на каком-то там раунде, а давайте посмотрим, на каком инча мне придет в тройку. Вот на каком, я вам говорю, вы запоминаете, потом напишите, соответственно, в комментариях под роликом. На каком уровне и на каком раунде ко мне придет инча в тройку. Запомнили? И напишите мне, на каком все-таки раунде придет. Я думаю... Слышь, молодой, МК положь. В самом деле МК под гритеров это нереально мощный персонаж. Если грамотно предметы упадут, если все будет замечательно, МК под гритеров это вот такой вот персонаж, ребят. Я рекомендую абсолютно каждому собирать МК под гритеров, но только если вам хватает предметов. Так же самое я бы рекомендовал под гритеров собирать АЭМа. АЭМа в двойку, в тройку. АЭМ вообще такой прекрасный персонаж. Я, кстати, знаете, что вот сейчас подумал? Если мне придет ранняя темпларка, я смогу попробовать перестроиться в Ведьмаков-убийц, как в начале ролика об этом сказал. Или не сказал, а подумал и не сказал. Короче, ну, возможно, я подумал и не сказал об этом, но. Если мне придет ранняя темпларка, я попробую перестроиться в Ведьмаков-убийц. Есть, правда, один огромный минус. Ведьмаки сейчас убитая синергия. Отчасти правильно, что они убили, потому что Свен, извините меня, с 6-7 тысяч урона с руки, это уже как бы не смешно, да? Чем же убили ведьмаков, вы спросите? А я вот вам отвечу. Ведьмаков убили следующим. Теперь ведьмаки дают чистый урон. Ну, тут понятно, да? Всем дают чистый урон. Но бонус к чистому урону дается только за истинных демонов. То есть, если у вас 2 волшебника демона, вы получите надбавку 20%. Умрут эти волшебники, эта надбавка улетит. Честно? Это балансно. Это действительно балансно. Хорошо, что они это сделали, потому что... Хотя не знаю, насколько это балансно. Лучше бы они вернулись... А, не, лучше не возвращаться. Смотри, что сейчас АМ творить будет. Быстрее сдохни. Очень повезло, что у него АМ в единицу. Возможно, у меня получится вам показать АМа в двойку в этой каточке, но в предыдущем ролике я показал АМа в двойку, там нереально сильный персонаж. И у меня есть еще одна заготовка под новый патч. Там АМ у меня керри, но единственное, что топ-3 я там занял. Хотели бы вы увидеть ролик вот с АМом? Напишите мне в комментариях, хотели бы вы увидеть этот ролик, там где я в топ-3 залетел, но там абсурдная ситуация, потому что АМ мне очень поздно пришел, это раз. Во-вторых, чуваку пришла Empress Light на 8 уровне в двойку с отличными предметами. То есть напишите в комментах, хотели бы вы увидеть этот ролик, там где я в топ-3 отлетел, или же попробовать отснять более-менее лучше хотя бы топ-2. Вот, как-то так. Мне вот интересно этот момент. Либо же я его скипну, либо же оставлю. Он у меня как заготовка лежит. Может, я его под какой-то стрим выложу, но может и не выложу. Короче, жду от вас фидбэк. Поэтому хотите увидеть, пишем в комментариях, что хотите увидеть этот ролик с АМ. Там очень жесткий АМ. Немножечко заспойлерю, АМ там у меня с Аганимом. У меня АМ там в двойку с Аганимом под троллями. Вот такой вот небольшой спойлер, больше говорить не буду. И вот. Почему я говорю, что собираете сейчас АМ и все такое? Какая же... Ух ты. Вот это вот беру. Какая же это душная тварюка. Это такая душная тварюка, ребята. Не передать словами, насколько это душно. Чтобы вы понимали прекрасно. Если у вас есть Аганим, АМ в двойку. Кому-то он, если рано приходит в двойку, то... У меня на языке таких добросовестных слов не вертится, чтобы выразить всю искренность моей радости чувакам, которые приходят АМ в двойку на 6-м раунде или на 7-м раунде. То есть, если кому-то ранее АМ в двойку приходит, то... Да что ж такое, мне в глаз что попало. Вот это начал говорить за АМ, аж в глаз попало что-то.
Еще аж насморк пошел. Ого. Что это такое? О, спасибо, Долвин Трик, молодой. Денежки на базу? Чувствую себя кредитором. Ой. Пока неплохо. Пока моя наработка, сверхсекретная моя наработка, чувствует себя неплохо. Так, дико извиняюсь за свой нос. Но это было неожиданно, салфетки рядом у меня нет, к сожалению. Что-то я как-то не рассчитывал на это. Надеюсь, я не заболею. А то, если я заболею, это будет прям жестко. Как же мне поступить еще? Пу-пу-пу. В общем, Займа сказал. В принципе, больше там мне нечего дополнить на этот счет. 17-й раунд, у меня до сих пор не 6 зверей. Но в целом у меня стол довольно-таки хороший. А, тренд в единицу, замечательно. Я как-то даже не обратил на этого тренда внимания, но у меня тренд в единицу. До сих пор. Минус 18. Надо 6 зверей ставить. Но мне 6 зверей до сих пор не пришло. А как бы... Может тролльнуть, найти, попытаться, может уровень взять. Да ну, я, наверное, не буду этого делать. Оставлю все как есть, и вот мне нужен уровень. Мне нужен уровень как минимум 9, потому что я хочу попробовать свою секретную наработку, а для этого мне нужен орк-жрец, ЦМ-ка, все друиды и, соответственно, звери. Ну, может быть, я МК Кири буду с палки. То есть посмотрим, какие предметы упадут. Кольцо 4 тира. Какое оно имбалансное. Боже, ребят, оно дефает как ведьмаков, так и охотников. 120 блокирующего урона. Плотному персонажу закидываете и душите без единого шанса всех своих противников. Я думаю, под воинов это прям замечательный предмет. Ой, как хорошо Хрона упала, не на Луну. Упала бы на Луну, у меня были бы проблемы. Но она не упала на Луну, поэтому проблемы у этого молодого. Обожаю Луну. Обожаю Луну под зверьми. Тун-турун. Было бы у меня еще 6 зверей, там бы вообще без шансов было. Я, кстати, могу через волшебников поставить 6 зверей. Ну да, получается, могу. То есть я сейчас делаю вот так и вот так. Все, шикарно. 6 зверей я лучше оставлю. Вот так вот сделаю. Все, в принципе, замечательно. Под 6 зверьми моя луна будет дамажить просто космически. Там программа Илона Маска SpaceX бы завидовала такому урону. Ой, это не урону, а таким инновационным технологиям через Луну. Короче, какой тут бред только что сморознул, не слушайте меня, дурак. Реально какой-то бред сморознул, дико извиняюсь. Хотел что-то такое интересное сказать, но на один прекрасный момент я отвлекся на игру, и у меня из головы вылетела мысль, которую я хотел озвучить вам. Какую-то смешную фразу хотел сказать, ну ладно. Блин, а вот теперь же я могу выставить 6 зверей без волшебников. А зачем мне тогда волшебники? А волшебники мне тогда не нужны. В целом, вот эта вот собака, Джейкоб на минималках из «Сумерок», мне не нравится. Знаете, почему не нравится? У него на 2 уровне собаки имеют 500 хп. Как вы думаете, насколько это импактно? Я считаю это бесполезно. А почему? А что? Вы заметили только что прикол? Только что Тускара использовал свою способность на мобе. 9 уровень, кстати, взял. Он только что использовал на мобе свою... Ладно, подождите секунду. Так, взгляд Азеса по-любому надо брать. Имба шмотка, особенно на Луну. На Луну это такая космическая шмотка, ребят. Это просто, ну, это что-то сверх. Вот этот предмет новый, который ввели, вот эту стрелку, я не знаю, он такой бесполезный. Ей-богу. Сколько раз я пытался его реализовать, только раз у меня его не получалось реализовать. Не знаю, как он работает и в целом, как это вообще все провернуть. Напишите в комментарии, как работает этот предмет. Там написано, как он работает. Но сколько раз меня били то охотники, то что, мне все равно ничего не получалось.
Поэтому я думаю его скипнуть, этот предмет. Реально бесполезно. Плюс там чел вылетит. Хрень. Ну, броня еще будет. Не знаю, как это работает этот предмет. Как по мне, он бредовый и все. В луну закину броню, потому что у него вообще никакой брони нет. Вернемся к каточке. Там 9 нежити сейчас. Ай, вот эта нежить, я отвечаю, будет до конца игры теперь. Я гарантию даю, потому что у чела там и Муэрто еще в двойку. Гарантию даю, что этот чел до конца игры с нами пробудет. Очень много мозгов надо иметь, чтобы сыграть через Муэрту и через нежить. Очень много мозгов надо. На самом деле, я от текущего патча сильно негативлю. Очень плохой патч. Максимально... Ух ты. Ой, орк-жрец пришел. Из-за того, что там есть чел через нежить, мне аж хочется... не знаю. Наверное, придется перебилдиться. Ничего себе, энча в тройку так рано? А за какие такие заслуги? В общем, против нежити, в принципе, я могу оставить свой билд через суммон зверей. Но у меня даже нет подходящих предметов особо. Ну, посмотрим. О, АМ в двойку, смотрите, сейчас что будет. Бэм! Пол моего стола чуть не снес. Благо у меня есть взгляд АЗС. Не был бы взгляд АЗС, мне бы этот АМ выжил бы еще одного чувака и ваншотнул бы мой стол. Прекрасный АМ. Вот серьезно, рекомендую собирать АМ. Рыжий лис идет подозрительно хорошо, но рыжего лиса как-то не особо мне хочется. Фураду в двойку. Кстати, а где мой тренд? Тренд сегодня, выйдет погулять? Пожалуйста. Чил на гритерах полностью сролился. Мне надо будет контрить эту нежить. Не факт, что я смогу ее законтрить, понимаете? Не факт. Там МК в двойку. Знаете, почему не факт? Потому что есть Муэрто. А вот, кстати, пришел чел на нежити. Ой, началось. Ой-ой-ой-ой. Вот то, о чем я говорил. Одна Муэрта, намного сильнее, чем вся моя синергия зверей и Луна в двойку. Несмотря на то, что у меня у Луны есть взгляд АЗС, который замедляет еще и скорость атаки. Одни бездари играют на нежить полноценно. У него тоже там еще и маска, понятно. Еще и минус, понятно, перестраиваться надо. Ух ты боже, кто пришел ко мне тренер в двоечку. Спасибо. Меня бомбит от этой темы. Такое бомбалейло устраиваться на одном месте. О, АМ, кстати. АМ. Рыжего лиса я не хочу как керри видеть. Я, наверное, МК хочу закерить. Но там АМ еще есть. Но мне не особо он нужен. Он не заходит в мой билд в целом, этот АМ. Ой, скорее всего, придется мне еще и Луну скипать. Почему придется? Потому что у меня есть МК, и МК будет намного посерьезнее керри, чем кто-либо другой. Не-не-не-не-не-не-не. Как хорошо, что у МК скорости атаки нету. Была бы у него сейчас скорость атаки, он бы мне этой палкой по гробу зарядил несколько раз. Так, едь. Ну все, ребят, маршрут перестроен. Какие там звери? Можно, кстати, темпларку под зверями сделать. Минус уважения всем людям, которые играют через нежить. Целенаправленно играют через нежить. Минус уважения. Вот смотри, если ты играешь на нежити целенаправленно, то минус тебе уважение. Я думаю, каждый так считает, что его в баню играть. Хотя на самом деле я их не суждаю. Текущий патч идеален для нежити на 120%. Я думаю, все прекрасно понимают, почему. Шаманов убили. Эльфы не стали такими мощными, хотя, вообще плевать. Да. Ладно. Мне надо перестроиться, вот это я точно знаю. Так, Фурион пришел в двоечку. Все, маршрут точно перестроен.
можно взять божественный отпечаток, и под богами у меня будет намного быстрее щит откатываться и все остальное. Поэтому, возможно, стоит взять. И через волшебников сыграть. Да, возьму. Предметы нужно скипнуть. Множество предметов нужно скипнуть. МКБ. Я беру МКБ по-любому. Там есть эльф, а у меня есть МКБ против эльфа. Замечательно, считаю, да. Так. Как-то надо расстановку подумать, как лучше сделать. Так, 3 эльфа поставил. Как-никак, немножко уклонения, оно мне поможет. Только главное сейчас рассредоточить всех моих персонажей, иначе мне хрону поставят на лицо и все. Так. Ну пока мне все нравится. Самая огромная проблема это гритер. Ну а еще больше проблема это нежить. Вот нежить, с нежитью будет проблема. МК идет. О, вот, отлично. Так, теперь бы мне волшебника. Так, отлично. Все, лундруид есть. Хотя на самом деле лундруид мне сейчас уже никак не поможет. Надо что-то посерьезнее. Знаете, я, наверное, перестроюсь в Ведьмаков-убийц. Перестроюсь в Ведьмаков-убийц, и тогда я смогу что-то делать против его Муэрты. Но тоже, Ведьмаки сейчас слабые. Для того, чтобы сыграть через Ведьмаков, мне нужно будет, соответственно, 2 волшебника и 2 демона-волшебника. Не просто волшебника, а именно 2 демона-волшебника. Была бы здесь Квапа, у меня было бы 3 демона. Было бы 3 демона-волшебника, а так мне нужно еще и ТБ, скорее всего, искать. И, наверное, зря все-таки, что я не купила Эма. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чисто в МК нет скорости атаки. Вообще нету скорости атаки. Чтобы через МК играть, надо хотя бы Мьёльнир. Либо же скорость атаки какая-нибудь. Потому что без этого будет грустно. А так, на самом деле, МК под гритерами имба. Опа! Да все понятно. Все понятно. Все понятно. Так. Раз, два. Морской волшебник мне не нужен. Мне вообще в целом уровень нужен. Потому что без 10 уровня я ничего не смогу сделать. Пока оставлю такой стол. Ну вот, как я и говорил, чел на нежити сейчас имеет 5 винстрик. 9 уровень, 5 винстрик выносит вот такой вот, ну, такие вот столы. Ну это смешно. Спасибо разработчикам за то, что они... Ну, красавцы просто, да. Вот по такой жирнющий лайк поставим на все лицо им. Молодцы. Знаете поговорку «молодцы»? Вот это за разработчиков Драгонеста. Молодцы. Прислушивайтесь к комьюнити. Шикарно прислушивайтесь к комьюнити. Я прям заважал вас намного больше. Вам же коробочки главное, да? Пока коробочки есть, и Муэрта имба. Все хотят стильно Муэрту, поэтому и будут... Пока не будут Муэрту нерфить. А зачем? Ну, кстати, челик. Вот, кстати, этого молодого я возьму. А знаете, почему я его возьму? Не из-за того, что он красивый. И не из-за того, что у меня на него стиль есть шикарный. А из-за того, что он может гритера взять под контроль. А там как-никак есть какой гритер? МК. И если он возьмет МК в контроль, то я хотя бы смогу уничтожить весь его стол и останусь 1 на 1 с МК. Как-то так. Я аж вспотел от такого вот напряжения, если честно. Ну ты какие он... Опа. Бобби снес винстрик нежити? Что? Сказать, что удивлен, это все равно, что ничего не сказать. Поставил спектру на стол, не просто так я ее поставил. Я ее поставил из соображения того, что когда спектра юзнет свою способность, он
А как он его... А, все, я понял, как он его вынес. Там, скорее всего, через АМ он его вынес и через миссы. Пока у него нет МКБ. Так вот. Спектру я поставил из тех соображений, что, смотрите, когда спектра заюзывает свою способность, то нежить будет бить эти иллюзии, а с этих иллюзий, соответственно, не будет появляться там зомби и тому подобное. Это плюс. Ну, короче, это занимает время и даст мне время немножечко подышать. О, у МК нет скорости атаки. Посмотрите, с какой скоростью он бьет. Были бы у него лучше шмотки, он бы меня выносил, скорее всего. То есть ему достаточно было бы Мьёльнира и МКБ, чтобы выносить весь мой стол. Там была бы скорость атаки вот так. Клинок тени ему бы не помог. Вроде бы, знаете, хорошая ситуация, все более-менее отлично, но против меня есть нежить, которая может мне сейчас за счет того, что у меня куча троек, снести минус 50, наверное, если не больше. Я думаю, даже больше он может снести мне своей нежитью. Я никого особо не боюсь, вот кроме сейчас нежити и, наверное, Гритера. Потому что Гритер с хорошими шмотками разорвет мне лицо. Это прям будет печаль, беда. Надо перестраиваться срочно. Можно было бы вообще сыграть через кунг-фу. Но я хочу попробовать показать вам ведьмачков. Оцените силу ведьмачков. На улице похолодало, а мне нереально жарко. Вот это да, вот это да. Знаете, как я вот таких вот людей называю, которые играют через нежить в каждой своей катке, особенно если открыть там записи игроков. А сейчас, кстати, многие, кто играет, вот не знаю, только, наверное, я заметил, либо же, может, кто-то еще заметил. Смотрите, в чем прикол. Чилы, которые играют на нежити, зачастую у них скрыта информация о профиле. О, кстати, ТБшка, отлично. Зачастую у них скрыта информация о профиле, и это жестко. Потому что я таких людей... Сейчас, секунду. Секунду, мне надо подумать, сосредоточиться сейчас. Вот так вот сделать. Можно поставить ведьмаков уже фуловых. Да у меня баф зверей поломается. Зевс. Ого. Ого. Я возьму багровый потрошитель. Как-никак он может заткнуть Челбуса на нежити. Он Муэрти может рот закрыть. Плюс это скорость атаки, плюс это двойной урон. Для меня это огромный буст будет. Я бы сказал, огромнейший буст. Кстати, у меня 5 ведьмаков, надо одного ведьмака будет продать. Я смогу выставить? А я не смогу даже 3 убийц сейчас выставить. Сейчас мне надо расстановку поменять. Так как есть... Ну, там Гритер есть еще, он может мне проблем создать. Я поставлю 4 бога, чтобы мог максимально быстро щит юзать. А, там чел уже мэр эту троечку нашел. Понимаю. Вот, я его вообще не пробиваю сейчас. У него возвратка есть, все дела. А, все, он меня задушил. Мне срочно нужно убийц ставить. Без убийц у меня урона нет. Вот вам и не... Минус 30. Я понял, я полностью срулюсь сейчас. Сейчас, ребята, продолжим. Продолжим то, что я хотел сказать по поводу челов на нежити. ТБ нужен ли мне? Нужен... Нет, ТБ мне не нужен, потому что не дай бог эта зараза возьмет и перевоплотит мне темпларку. Он мне в целом не нужен, я его продам. Хотя на самом деле нужно было его оставить, потому что это демон. Так, убийцы нужны. Так, сюда иди. Так, ты выставился. Блин, убийца скипнул. Я скипнул убийцу. Время тикает. Попробую еще шмотку найти. Божественный отпечаток мне уже не нужен. Скип. Криты беру. Это урон. Хотя и бессмертие тоже отлично был бы предмет. Но без урона я не смогу ничего сделать, поэтому я урон в приоритет ставлю. Так, ты сюда 5 убийц. Надо один убийца. Быстрее. Ага, так, это улучшение. Убийца, один убийца. 15 секунд, быстрее. Так, рыжий лис, сюда. Так, Зевс, гуляй. Так, надо грамотную расстановку сделать. В общем. Или, сейчас.
У меня всего лишь один демон, это плохо. У меня надбавка всего лишь 10% сейчас. Ну, против эльфа мне хватило, окей. Хотя на самом деле там АМ... А, у него скорости атаки нет. Обожаю взгляд Азеса, ребят. Никогда не скипайте взгляд Азеса. Имба. Шмотка имба. Взгляд Азеса имба. Хорошие шмотки упали. Так, это мы возьмем. Это мы возьмем. Пусть у меня спектра сразу юзает свою способность. И... Хотя... Да, я, наверное, предмет скипну. Может, бессмертие упадет. Я возьму Мьёльнир. Чем быстрее я буду наносить тычки, тем будет лучше для меня. Потому что я в любом случае играю, грубо говоря, от щита с темпларки. Хотя, на самом деле, маска 5-го тира могла мне очень помочь. Я надеюсь, я ошибку не совершил. Вот прям надеюсь. Знаете, что я сейчас понял? Мне нужен гримтач. Сларк... Может быть... Может и не быть. Так, рыжий лис, отлично. АМ вообще шикарно. Обожаю, когда АМ ко мне приходит. Надо расстановку немного поменять. Так, Гритер. Вот опасный тип. Оп, ваншоты. Не, под убийцами уже намного приятнее играть. А он там АМа закерил. Но это не ошибка закерить АМа. Просто у меня сейчас темпларка намного мощнее. Жалко, у меня нет никакого прикольного стиля на темпларочку. Так, гримтач, отлично. Гримтач это хорошо. Все, у меня теперь 2 демона. Надбавка 20%. То, что я заслужил как раз. Но я не хотел оставлять ТБшку. Даже ТБшка в единицу, он был бы натворить мне таких делов, что я бы потом всю жизнь их разгребал бы. Ну, просто вдруг кто не понимает... Надо, кстати, сейчас под его расстановку немножко сделать, чтобы я его смог вынести. В общем, вдруг кто не понимает по поводу... По поводу того, почему я ТБ не оставил. ТБ даже в единицу может... Ух ты. Даже в единицу он может мне натворить делов. Каких делов, вы спросите? Он просто может поменяться моими хпшками с темпларкой. Души, души. А откуда Сайленс? У меня есть еще один шанс. Откуда? Как мне Сайленс прилетел? Объясните. Знаете, как я называю вот этих челов, которые играют на одной нежити, у которых еще и скрыт профиль их игр? Челы, которые сидят, и у них слюна такая течет. Нежить головного мозга. Хоть бы, ну, ладно, я не буду грубо говорить, и не буду в целом грубить. Я на самом деле могу понять этих людей. Могу понять этих людей, потому что это мет, это сильная мета. Шаманов не рфанули, почему бы нежитью не поиграть, правильно? Я не знаю, кого Драгонест слушает, но выпустить патч с лютым нерфом шаманов — это огромнейшая ошибка. Ну ладно, придется приспосабливаться, что уж делать. Но ведьмаков они, конечно, убили окончательно. А Эма, кстати, классно апнули. А мне нравится, как они Эма апнули. Так, клинок тени я возьму. У чела там нету МКБ. Поэтому возьму клинок тени. Во-первых, это скорость атаки, во-вторых, это миссы. Пересобрать шмотки в что-то. Ну, мне бы бессмертие, конечно. Правда, мне все эти предметы, которые у меня есть, они нужны. То есть, багровый клинок, который есть, он не нужен. Он заткнет Муэрту, потому что у него в тройку Муэрта. Хотя у него там есть щит 5-го тира. Ой, не знаю. Я сейчас попробую расстановку немного другую сделать против него. Правда, не стоит забывать за моего любимого Гритера. Потому что Гритер может мне навалять пару кучек под дверь. Все-таки это Гритер. Хотя, ну у меня сейчас есть вот спектра, смотрите, она сейчас юзнет свою способность, у нее будет фулл мана, и она на всех полетит. О, дух, видите?
А что такое? Мэрточка не смогла. На самом деле я обожаю Темпларку и ее щит. Так, минус 5. Мало, мало, надо больше. Хочу больше. Были бы старые ведьмаки, я бы его снес еще быстрее намного. Там еще у чела осталось мало хп на гритерах. Как только гритер закончится, то будет все замечательно. Так вот, я спектру сейчас поставил таким образом, чтобы когда зимние объятия сработали, у меня фулл мана была у спектры, и она сразу юзнула всех своих духов. Как она юзнет сразу всех своих духов, это плюс юниты, на которых будут агриться вражеские фигуры. То есть это, грубо говоря, плюс стенка ко мне. Ну... Бедный Гритер. Бедный Гритер. Как я ему сочувствую. Просто всех ваншотнул ему. Абсолютно каждого ваншотнул ему. Вот это кольцо, которое сейчас Муэрта выбило, это нереально мощный предмет. Вы посмотрите, его Гритер не может вынести. Просто он ему ничего не наносит. Обалдеть. Да. Чел на нежить. Ой, короче. Как по мне, они игру сломали. Особенно вот это кольцо 4-го тира. 120 блокирует урона, Гритер ему ничего не наносил. У него МК был уже с неплохими шмотками и скоростью атаки. Он в любом случае ничего ему не наносил. Плюс, чтобы вы понимали, почему я говорю, что это сломанный предмет немного. Его надо в 5-й тир перенести, как по мне. Этот предмет сломан из-за того, что гритеры, они наносят пассивкой 100 физического урона. А этот предмет полностью дебафает. Че, поиграл на своей нежити? Месть восторжествовала. Я ж слово захавал немного. Ну ничего страшного, молодой. В следующий раз поиграешь. В следующий раз. Ну, что я хочу сказать по поводу игры. Было круто, классно, необычно. Вот это кольцо против гритеров лютая имба. Потому что пассивка гритеров не наносит от слова ничего. Ведьмаков, конечно, жестко нерфанули. Это прям ощутимо на самом деле. Если раньше ты, когда играл через убийц, ты мог всех пошотать, то тут нет. Ну, что ж. Мне больше тут и нечего добавить. Классная катка была. Все такое. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы на YouTube и на Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!